Функция мультиподключения, притом любых устройств, не обязательно бренда Huawei. Программа работает со всеми андроидами, отличный шумодав, качество материалов премиум, внешний вид с одной стороны не похож на конкурентов, с другой по мне просто мега универсальный. Новый хуавеевский кодек, который по спекам не хуже соневского LDAC, шикарный кейс для переноски, сенсоры приближения, которые работают отлично, множество плюшек, много подводных камней. За те деньги, что их купил я, как и многие подписчики моего телеграм-канала со скидками, это просто блеск. Сейчас расскажу. Tube 832, всем привет, я Саня, канал Польза.нет, у меня нет хамства и только быстрые обзоры. Притом я всегда с любым девайсом стараюсь разобраться по максимуму. Эти наушники я мучаю уже не первую неделю, вроде бы все уяснил и сейчас вам расскажу. Подписывайтесь с колоколом, обязательно смотрите в описании, там условия конкурсов и их много. А теперь основное о полноразмерных беспроводных наушниках Huawei Studio. Пока вы смотрите распаковку, упаковка супер премиальный, ее, к сожалению, не назвать. Комплект: чехол с кабелем зарядки, наушники и документация. В моем случае на неведомом мне арабском языке, и в принципе она и не нужна. Всем, кто умеет включать голову, наушники будут однозначно по функционалу работать с любым андроидом. Достаточно скачать Huawei App Gallery и из нее установить iHealth. Вуаля, и 99% всех функций у вас на борту. Не будет только анимации, как с телефонами Huawei. По материалам: матовый пластик и металл. Внешне выглядит немного аккуратнее и приличнее, чем у Sonic. Но наушники для переноски не складываются, поэтому чехол компактным не назвать. Хотя кармашек под кабель — это, конечно, идея хорошая. По функциям все по фэншую. 3 механические кнопки и сенсорная область на правой чашке. Все функции и так видите из программы. Менять громкость свайпами лично мне очень удобно. Ложных нажатий у меня не было. Но, к слову, после пользования AirPods Max без кнопки включения, теперь эта кнопка кажется атовизмом, что странно. Обзор на Apple AirPods Max можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Ненавижу их за эти штуки. Они и правда умеют создавать потребность, которой в принципе не было, и делают тебя все более и более ленивым. В общем, устал я постоянно включать и выключать наушники. Подключаются они, конечно, автоматически с ранее сопряженным устройством после того, как вы их через кнопку включите. Автовыключение, разумеется, есть. По сборке все отлично, но не великолепно. Скрипов, как у Sony, нет, но люфт, в отличие от тех же Максов, присутствует. Амбушюры из кожзама. У меня уши в них начинают потеть через 1,5 часа. Цветная клякса left и right — это хорошо, но учитывая, что она прорезиненная, однозначно сотрется очень даже быстро. Я думаю, максимум месяца 3 она проживет у вас. Вес 260 граммов, что на 10 граммов больше, чем у Sony. На голове сидят плотно, намного плотнее Sonic. Формат разъема USB Type-C, емкость аккумулятора 410 мАч, время зарядки с 0 до сотки — час, опять же только по кабелю, что логично. С активным шумоподавлением автономность около 20 часов, без него примерно сутки. Заряжаются с 0 до сотки всего час. За 10 минут при зарядке с нуля хватает их на 8 часов работы. И разумеется, все это на 50% громкости. И я вообще, если честно, не думаю, что есть кто-то, кто их на сотки сможет слушать. Они очень громкие. Шумодав и функция прозрачности меня порадовали. Про сценарий использования смысла вспоминать нет. Вы все равно будете ими пользоваться в адаптивном режиме. Искажений при активированном активном шумодаве при проигрывании музыки по минимуму, в отличие от тех же Sonic. И это плюс Huawei. Сенсоры приближения работают правильно, и их можно еще и отключить в программе, что очень даже удобно. Сенсорная область только на правой чашке, как я уже и говорил. Мультипоинт с 2 устройствами отрабатывает. Главное, галочку не забыть поставить о возможности такого подключения в проге. Металлические трубки имеют ход 4,3 см с каждой стороны. Выдвижение плавное, фиксация плотная. Сенсорная зона работает только если наушники на голове. На левой чашке находится кнопка переключения режимов шумоподавления. Все кнопки механические. На правой чашке кнопка активации и кнопка для сопряжения. Там же есть диод индикации. Работают наушники только по Bluetooth. При использовании наушников на волосах или очках шумодав теряет свои свойства. Носить с очками неудобно. Плюс еще и звук проседает. Bluetooth версии 5.2, отличная стабильность связи, через 2 стены ловят. Кодеки: фирменный кодек L2HC, который, к слову, работает только на моделях от Huawei P40 Pro и новее. AAC и SBC. Видимой задержки в ютубах и играх не было. Микрофоны работают хорошо. Вот пример работы микрофонов. Работа беспроводных полноразмерных наушников Huawei Studio на улице. На улице просто лютый ветер. Мимо меня сейчас не проезжает машина. Вот сейчас проедет Mercedes на скорости 80 км в час. Идеальными микрофоны не назвать, но в этих условиях, в принципе, вряд ли что-то нормально бы работало.
Вот так вас примерно будут слышать у дороги собеседники, если ветер будет приличным. Я бы даже сказал, крайне некомфортным, в принципе, не то что для разговоров. Пример работы беспроводных полноразмерных наушников Huawei Studio в помещении. В помещении наушники работают, как и у всех, неплохо, и разговаривать по ним можно даже очень комфортно, опять же в помещении. Пример того, как они работают на улице, вы уже слышали. Звучание. Полноразмерные наушники со стандартным 40-мм динамическим драйвером. И все, что я сейчас опишу, касается работы по кодеку L2HC. По другим кодекам уши отрабатывают максимально посредственно на уровне наушников миксайдеров и аусдомов. Понятно, что это хорошие уши, но помним, что ценник у них в 3 раза ниже. Диапазон выводимых частот просто безумный, озвучивать его смысла нет. Тем более его запас — это просто лайфхак от перегрузок. Запаса громкости с головой. На максимальной громкости наушники, конечно же, не шипят, звук не искажают. Высокие частоты слух не режут. Наушники отыгрывали все тестируемые мной жанры, начиная от классики и заканчивая металлом, максимально адекватно. Я не скажу, что какие-то предпочтения к чему-то у них есть. Низкие частоты многоуровневые, средние слышны отчетливо. Лично мне относительно Sonic у Huawei не хватает слегка ширины и глубины сцены, но не по этому кодеку. И только незначительно. Но опять же, со смартами Huawei Sony будут играть незначительно, но хуже. В целом, звук ровно на ту стоимость, учитывая брендированность, за которую я эти наушники купил. Минусы. Наушники не складываются, топово играют только по родному кодеку, ценник завышен, в программе нет встроенного эквалайзера, лично у меня в них уши начинают потеть намного раньше, чем в Sony 1000 MX4, по проводу они не работают, и это прям лютый фейл. По мультипоинту максимум можно подключить только 2 устройства. Но информации по защите от влаги я не нашел. Цена. То, сколько хотят за них в наших магазинах, это просто бред. Они даже в связке с Huawei по новому кодеку звучат не намного и лучше, чем Sony MX4. А Sony MX4 можно по проводу потом подключать и обалдевать от того, как они отлично отрабатывают совсем. Так что всех фанатов оплаты красивой жизни русского ритейла я предупреждаю, мое отношение к данному аппарату отталкивается от категории цена-качество. А цена, за которую я покупал их на Али, ровно в 2 раза отличается от цены у нас в магазинах. Покупал я их по ссылке в описании к видео во время сейла. Там в отзывах увидите ценник, за который покупает их народ, опять же во время распродаж. Ближайший сейл, кстати, будет 29 апреля. Мои именные промокоды вы сможете найти в моем телеграм-канале по ссылке в описании к видео. Ближе к сейлу выгружаю. Резюмирую, советую владельцам девайсов Huawei при покупке на сейле. Слишком много «но» для широкой публики. Ну или покупать их за красоту. Выглядит эта штука очень шикарно, пусть она и маркая. Завтра обзор на OnePlus 9 Pro. Вчера на стриме была его прожарка, и завтра еще будет прожарка Poco F3 на канале для стримов. Приходите, обсудим данный девайс. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь. Добра и удачи вам, дорогие друзья!